Итак, давайте разберем это. Перед нами, весьма необычный массив данных для нового глубокого погружения. Да, очень нестандартный источник. Это подробная опись частной коллекции винтажных стеклянных елочных игрушек. В основном это советский период, 70-е, 80-е, 90-е годы. И масштаб на самом деле тоже впечатляет. Точно. Всего в каталоге числится более 40 предметов, и наша главная миссия здесь понять, как кусок хрупкого стекла, который, вешают на ветку раз в год, умудряется стать полноценным историческим артефактом. Угу. И в чем кроется секрет сохранения таких капсул времени? Что здесь действительно захватывает, так это системность подхода. Документ не просто перечисляет предметы случайным образом, они строго классифицированы по формам и эпохам. Да, там упоминаются крупные белые шары с Дедом Морозом. Верно. И совершенно знаковый синий шар рубежа 80-х и 90-х годов, на нем надпись «Счастье в новом году» и, значит, силуэт Кремлевской башни. Это же чистый маркер своего времени. Визуальный код целой эпохи. Абсолютно. Тот самый момент перехода между десятилетиями, буквально застывший в стекле. Меня в этой описи еще зацепили так называемые прожекторы. О, это потрясающая вещь. Да, это шары с вогнутой внутрь зеркальной полусферой. Их ведь специально вешали вплотную к лампочкам старых гирлянд. Эта вогнутая часть работала как линза. Как направляющий отражатель, скорее. Да-да, направляющий отражатель, многократно усиливая и рассеивая свет в комнате. Очень изящное инженерное решение для праздничного декора в эпоху до появления ярких светодиодов. Причем это технологическое решение реализовано в довольно смелой эстетике. Если посмотреть на цветовую палитру всей выборки, мы видим доминирование сложных, насыщенных оттенков. Глубокий малиновый, розовый, изумрудный, бирюзовый, с росписью. И все это комбинируется с классическим золотым или серебряным зеркальным напылением. Которое как раз и дает ту самую игру света. И вот здесь начинается самое интересное. В описи фигурирует оригинальная картонная коробка с лаконичной надписью «Набор украшений». Но наличие родной упаковки – это базовое требование для серьезного коллекционирования. Об этом знают все. Понятно, да? Но тут интересна сама физика выживания этого картона. Сохранить тонкую советскую тару с заводскими штампами, ценой в копейках и ГОСТами, пережив хаос квартирных переездов 90-х, это почти чудо. Обычно такие коробки быстро теряли форму и выбрасывались. И не только это. Такая коробка – такой же важный артефакт потребительской истории, как и само стекло. Она напрямую документирует экономику того времени. Раз уж мы заговорили о материальной стороне, стоит подробнее остановиться на технологии создания. Внутреннее серебрение колбы, верно? Да, тот самый зеркальный блеск достигался за счет амальгамы, а поверх стекла уже наносился цветной лак, а затем вручную шла роспись эмалью или гуашью. Если мы свяжем это с более широкой картиной, то станет понятно происхождение знаменитой винтажной патины. На экземплярах из 50-х и 60-х годов краска часто истончается, образуя благородную сеть потертостей. И это ни в коем случае не дефект. Это естественное старение материалов, которое визуально подтверждает подлинность. То есть современный штампованный пластиковый шар никогда не покроется такой патиной, он просто выцветит. Именно. Тут возникает логичный вопрос о физическом сохранении этих объектов. Стекло, старая эмаль, хрупкая амальгама – все это требует специфического подхода. Так что же все это значит в практическом смысле? В источнике прописан строгий протокол хранения. Во-первых, каждый шар индивидуально оборачивается в бескислотную папирозную бумагу. И здесь важно понимать химию процесса. Обычная бумага или газеты, в которые раньше часто заворачивали игрушки, содержат кислоты. Со временем они вступают в реакцию с винтажными красками и лаком поверх стекла. Буквально разъедая их и меняя цвет пигмента. Да, так что бескислотная среда – это научно обоснованная необходимость для консервации, а не просто прихоть владельца. Плюс жесткий температурный режим. В документе подчеркивается критическая важность отсутствия резких перепадов температур. Потому что стекло и внутренний слой серебряной амальгамы имеют разный коэффициент теплового расширения. Верно. Если коробку с игрушками хранить на промерзшем балконе или чердаке, а потом занести в теплую гостиную
Этот зеркальный слой внутри шара от температурного шока может просто отслоиться, И осыпаться мелкой пылью. что фатально для игрушки. Выходит, чтобы сберечь эту хрупкую эстетику, требуется подход, достойный настоящего музейного хранилища. Защита от агрессивной химии, стабильная температура и бережное отношение к оригинальной упаковке. Которая служит документальным паспортом предмета. В этом и суть. Только тогда эти вещи продолжают работать как свидетельство своего времени. Всем привет! Очень рад приветствовать аудиторию в нашем новом глубоком погружении. Сегодня мы будем исследовать материалы для продаж одного крайне необычного лота. Да, всем здравствуйте. Я как раз просматривала этот документ. Материал и правда очень любопытный. И миссия нашего сегодняшнего погружения понять, как именно формируется ценность винтажных вещей. Причем на основе одного конкретного примера. Угу. Обычно люди смотрят на такие предметы просто как на старый хлам с барахолки. Точно. А здесь мы видим прям всю математику антикварного рынка. Итак, давайте разберем это. В центре нашего внимания раритетный подарочный набор. Это 12 стеклянных советских елочных украшений. Да, я бы сказала, что это примерно 70-е, или 80-е годы. Коробка длиной около 30 сантиметров. А внутри скрывается, просто настоящая магия стекла. Меня сразу зацепили потрясающие визуальные элементы. Они действительно уникальны. В описании упоминаются так называемые шары-прожекторы с вогнутой зеркальной сердцевиной. Еще фиолетовый зеркальный шар, золотой прожектор, и всякие полосатые дизайны. Что здесь действительно увлекательно, так это классические техники, которые там применялись. Ага. В описании лота особо подчеркивается идеальная сохранность амальгамы. Это то самое внутреннее серебрение. Именно. Оно со временем часто осыпается или окисляется от перепадов температур, если амальгама цела, игрушка как будто светится изнутри. И плюс там упоминается ручное нанесение так называемого розового иния. Розовый иней. Звучит как что-то из сказки. Стеклянную заготовку не просто красили, ее буквально вручную покрывали специальным составом для создания такой оптической имитации морозной текстуры. А вот эти вогнутые центры у шаров-прожекторов, это же рефлекторные выемки, да? Да, они самые. Они работают как миниатюрные линзы или параболические зеркала. Они улавливают и отражают свет от гирлянд. Это очень сложный оптический эффект. То есть это не просто какие-то штампованные игрушки? Абсолютно нет. Это настоящее наследие советского дизайна, которое требовало серьезной ручной работы. Я сперва подумал, что это хрупкость и ручная работа и есть главная ценность. Ну а вот здесь начинается самое интересное. Да, потому что на антикварном рынке правила игры немного другие. Обращаем внимание на упаковку. Если мы свяжем это с более широкой картиной, то, согласно современным алгоритмам продаж, фокус на оригинальной коробке повышает ценность лота. Причем невероятно сильно. На 30 или даже 50%. И все из-за характерного графического дизайна того времени. То есть простая, старая заводская упаковка превращает набор в музейный экспонат. Именно так. Это делает его элитным профессиональным лотом для коллекционеров. Меня поразило, что продавец буквально берет измерительную ленту, он скрупулезно фиксирует размеры этой 30-сантиметровой коробки, чтобы доказать подлинность картона. Это абсолютно оправдано. Я сама часто сталкиваюсь с таким. Картон тех лет был низкого качества. Он впитывал влагу, выцветал, рвался на углах. Сохранить его почти невозможно. И когда эксперт видит нетронутую графику и эти советские шрифты, цена взлетает. Без коробки это просто красивые шарики, а с ней инвестиционный лот. Так что же все это значит в итоге? Обычные предметы быта переходят в статус роскошного ретро-декора просто благодаря идеальной сохранности и полной комплектации? Это поднимает важный вопрос о том, как ностальгия и предельное внимание к историческим деталям формируют рынок антиквариата, где даже данные измерительной ленты критически важны. Оценивается не только эстетика. Да, оценивается материальное свидетельство эпохи. Оставим небольшую пищу для размышлений в финале.
Если простая картонная коробка из прошлого века способна добавить до 50% к стоимости хрупких стеклянных шаров, возникает вопрос, какие из современных совершенно обыденных вещей станут бесценным антиквариатом в будущем, и только потому, что кто-то случайно забыл выбросить их оригинальную упаковку. Это отличный философский итог, который полностью меняет взгляд на повседневные покупки. На этом наше глубокое погружение завершается. Большое спасибо за внимание и до новых встреч!